SCP-126. Невидимый друг. Объект номер SCP-126. Класс объекта Эвклид. Особые условия содержания. SCP-126 содержится в стандартной камере для содержания гуманоидов класса Эвклид. Несмотря на то, что объект не имеет повседневных человеческих потребностей и не нуждается в питании, эффективность содержания SCP-126 в таких условиях выше, чем в каких-либо других испытанных условиях. В случае нарушения условий содержания SCP-126 должна быть обнаружена с помощью датчиков звука, установленных как в камере SCP-126, так и во всем прилегающем крыле. Необходимо громко и настойчиво требовать в строгой, но вежливой форме, чтобы SCP-126 возвратилась в камеру, до тех пор, пока объект не подчинится. Персонал, находящийся в долгосрочном личном контакте с SCP-126, обязан регулярно проходить психиатрическое обследование. Сотрудники, демонстрирующие эмоциональную привязанность к SCP-126, подвергаются обработке амнезиаком класса Б и переводятся на работу с другими объектами. Описание. SCP-126 представляет собой невидимую и неосязаемую сущность неизвестного происхождения, присутствие которой можно определить только на слух. SCP-126 является разумной, разговаривает женским голосом, владеет различными языками и охотно вступает в разговор с любым замеченным человеком. На данный момент не найдено способа визуально обнаружить и зафиксировать объект, так как SCP-126 не испускает теплового, светового, электромагнитного, ионизирующего, либо какого-либо другого излучения. Поскольку положение SCP-126 возможно определить по голосу, можно сделать вывод, что объект занимает некоторый объем пространства. При перемещении объект издает звук шагов, который соответствует человеческому существу массой около 55-60 кг, обутому в туфли на высоком каблуке. Хотя никаких следов, независимо от типа напольного покрытия, объект при движении не оставляет. Датчики давления также не регистрируют присутствие объекта. При этом SCP-126 не способна преодолеть достаточно трудные физические препятствия, такие как, например, запертая дверь. Но физические объекты можно беспрепятственно двигать сквозь предполагаемую фигуру SCP-126. По непонятным причинам SCP-126 безоговорочно выполняет узкий круг просьб, таких как занять то или иное положение, встать в том или ином месте, следовать за тем или иным человеком. Исключения составляют случаи, когда объект физически не имеет возможности выполнить просьбу, или, выполнив просьбу, впоследствии перемещается на другое место. SCP-126 обязательно вступит в беседу с любым человеком, появившимся в поле зрения. Объект отдает предпочтение таким темам, как искусство, природа и философия, и демонстрирует знания и интеллект, соответствующие полному среднему образованию, равно как и явные признаки синдрома дефицита внимания. В ходе беседы SCP-126 может беспричинно перейти на другой язык или без предупреждения сменить тему. Попытки расспросить SCP-126 о ее происхождении и природе успеха не имели, так как, отвечая на подобные вопросы, объект почти сразу теряет нить разговора и отклоняется от темы. Фактически не нуждаясь ни в мебели, ни в прочих удобствах, SCP-126, тем не менее, запросила кровать, туалетный столик, зеркало и тому подобное. Запрос был удовлетворен, так как присутствие данных предметов облегчает содержание. Сотрудники, у которых состоялись беседы с SCP-126, в редких случаях проявляют аномальное поведение, в том числе заявляют, что знакомы с объектом много лет, или что SCP-126 является их близким другом или возлюбленной. Без должного ухода и лечения субъекты будут игнорировать даже простейшие естественные нужды, уделяя все свое время и силы общению с объектом, вплоть до смерти от обезвоживания либо истощения. SCP-126
была обнаружена в заколоченном доме в пригороде после нескольких сообщений о появлении дома с привидениями. Оперативный отряд фонда сумел быстро обнаружить объект, и после непродолжительных переговоров сущность сознательно согласилась проследовать за оперативниками и остаться в зоне содержания. Приложение 126.01. Заметка исследователя. На сегодняшний день беседы с SCP-126 выявили несколько примечательных личностных черт. Объект страдает легкой арахнофобией и при столкновении с членистоногими будет держаться от них на максимальной дистанции. Объект выказывает постоянную готовность оказать окружающим любую посильную помощь, несмотря на свою неспособность манипулировать физическими объектами. Объект проявляет повышенный интерес к мужчинам, демонстрирующим интеллект и чувство юмора. Объект выражает желание завести ребенка и неоднократно обсуждала с сотрудниками вопросы ухода за детьми. Объект свободно говорит на английском, французском, немецком, португальском, испанском и еще по меньшей мере на 3 неизвестных языках. Подписано доктор, ведущий исследователь.